Последнее время все больше людей ищут альтернативу депозитам и открывают брокерские счета, интересуясь заработком на фондовом рынке. Но так как не все понимают принцип работы фондового рынка и заработка на нем, мы решили записать ролик, как зарабатывать на фондовом рынке и что для этого нужно. Если кратко, то на фондовой бирже товаром служат финансовые активы, такие как акции, облигации, производные инструменты, паи инвестиционных фондов и так далее. Кратко разберем виды фондового рынка. Первичный рынок – это рынок, на котором покупатель покупает финансовые активы напрямую у эмитента. То есть компания предлагает инвесторам свои акции по определенной цене, а первые инвесторы покупают акции напрямую у эмитента. Таким образом, компания в этот момент получает деньги на развитие. Например, акции Фейсбука в 2012-м достаточно успешно провели публичное размещение своих акций на бирже. Если инвестор желает купить ценные бумаги на первичном рынке, то он может подать заявку на участие в первичном размещении. Теперь о вторичном фондовом рынке. Вторичный рынок – это рынок, на который активы попадают после первичного размещения, и инвестор покупает бумаги у другого инвестора. Здесь ценные бумаги перепродаются другим инвесторам. Число участников неограниченное. Следующий вид фондового рынка – это биржевой рынок, то есть рынок, где торговой площадкой выступает биржа. Биржа служит посредником между продавцом и покупателем, защищает их права, обеспечивает безопасность сделки. Это классический вид, где большинство инвесторов, трейдеров и прочих участников рынка совершают сделки. Кстати, мы подробно рассказывали, как торговать на бирже. Советуем также посмотреть это видео. Последний вид фондового рынка – внебиржевой. Это рынок, где продавец и покупатель встречаются и договариваются о сделке на взаимовыгодных условиях вне биржи. В зависимости от площадки все происходит на свой страх и риск. Кто именно участвует и организовывает работу фондового рынка, смотрите в нашем ролике про фондовую биржу. Итак, как торговать на фондовом рынке? Инвестор, как физлицо, может торговать на фондовом рынке только через посредника, брокера или управляющую компанию. Если торговля происходит через брокера, то трейдер сам подбирает инструменты, активы или пользуется советами брокера. Кстати, в описании к ролику вы найдете брокера с выгодными условиями сотрудничества. Если же инвестор доверяет свой капитал управляющей компании, то он полностью полагается на ее профессионализм. Но так как торговля на фондовом рынке в основном происходит через брокера, будем рассматривать именно этот способ. Итак, как купить или продать акции, облигации и другие финансовые активы частному инвестору? Этап 1. Выбираем брокера. У брокера должны быть лицензия Центрального банка, опыт работы на фондовом рынке и отзывы. Также важно учитывать тарифы и условия обслуживания, возможность торговли на компьютере или мобильном приложении. Этап 2. Открываем брокерский счет. Большинство крупных и известных брокеров позволяют открыть счет онлайн. Из документов, как правило, требуется только паспорт. Чтобы подать заявку на открытие счета, достаточно 5 минут. Открытие полноценного и рабочего брокерского счета в редких случаях может занимать пару дней. Этап 3. Регистрируемся в личном кабинете. У большинства брокеров существует мобильное приложение и сайт для торговли, а также доступ к другим торговым системам. Выбираете удобный для себя вариант и регистрируетесь в нем. Более продвинутым трейдерам и инвесторам предоставляется доступ в профессиональные торговые терминалы типа Quick и так далее. Этап 4. Выбираем финансовый актив. Выбор конкретного инструмента для покупки зависит от многих факторов. Например, срока инвестирования, отношения к риску, знаний инвестора и так далее. Этап 5. Пополняем брокерский счет и совершаем сделку. Для покупки можно воспользоваться переводом по реквизитам счета, банковской картой, электронных кошельков и так далее. Для совершения сделки вам понадобится выбрать конкретный актив,
указать количество и цену и уже затем подать заявку на покупку или продажу. Как только найдется встречный либо покупатель, либо продавец, зависит от того, покупаете вы актив или его продаете, брокер исполнит заявку. Как заработать деньги на фондовом рынке? Основные и популярные инструменты фондового рынка, которые доступны частному инвестору. Акции – это ценные бумаги. Инвестор, который владеет акциями, владеет частью бизнеса компании-эмитента. Заработать можно на росте или падении цены акции, а также на дивидендах. Что такое дивиденды и как их получают, мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. Облигации – это ценные бумаги, которые фиксируют долг эмитента перед инвестором. Это своего рода долговая расписка. Компания-эмитент получает деньги на решение своих задач. Инвестор зарабатывает на изменении котировок ценной бумаги и на получение доходов в виде купонов. Самые надежные облигации – это ОФЗ – облигации федерального займа. Паи фондов – это ценные бумаги, которые позволяют инвестору владеть ценными бумагами не одной, а сразу нескольких компаний, а также драгоценными металлами или недвижимостью. Инвестор зарабатывает на росте стоимости пая. Как зарабатывать на фондовом рынке инвестору? Первый способ – это игра на повышение. Этот классический способ подходит почти всем инвесторам. Тут участник торгов покупает ценные бумаги по текущей цене, ждет роста котировок и продает по более высокой цене. Но никто не может гарантировать, что актив точно вырастет, поэтому надо проводить тщательный анализ перед покупкой. Второй способ заработка на фондовом рынке – это игра на понижение. Здесь инвестор зарабатывает на падении котировок. Он берет у брокера ценные бумаги в долг, продает их по текущей цене, ждет понижения стоимости, покупает аналогичные бумаги по более низкой стоимости и возвращает их брокеру. Разницу кладет в карман. Такая сделка называется шорт. Кстати, о том, что такое лонг и шорт, мы рассказывали в отдельном ролике. Третий способ заработка на фондовой бирже – это получение дивидендов по акциям. Некоторые компании делятся со своими акционерами заработанной прибылью. Для этого лучше выбирать дивидендных аристократов. Четвертый способ – это получение купонов по облигациям. Купоны – это плата компании-эмитента за то, что она взяла у инвестора деньги в долг. Выплаты по облигациям более предсказуемы по сравнению с дивидендами. Условия заранее известны. Но у заработка на фондовом рынке есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести как высокий потенциальный доход. Здесь успешные инвестиции могут приносить значительные прибыли, так и долгосрочную стабильность. Тут диверсификация поможет создать растущий инвестиционный портфель. Минусы заработка на фондовом рынке. Это возможное получение убытков, так как рыночные колебания могут привести к потере всех своих денег. И второй минус такого заработка – это необходимость постоянного обучения и получения новых знаний, так как финансовые рынки постоянно меняются и требуется постоянное обновление ваших знаний и быть в курсе последних событий. Итак, несмотря на сложности, фондовый рынок растет и развивается. У инвестора появляется больше возможностей на нем зарабатывать, создавать и сохранять свой капитал. Главное не забывать о рисках и необходимости постоянно обучаться. На этом пока все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. В описании под видео вы найдете больше полезной информации.